Доброе утро, зрители stopgame.ru! Вы смотрите Инфакт? Вот и отгремела церемония открытия Gamescom 2024. И это было действительно круто. На этот раз старина Джефф Килли не стал заваливать нас морем аниме, а подготовил ожидаемые и неожиданные трейлеры и анонсы. И начну с главного. Как только на экране появилась надпись Gearbox, все сразу же смекнули, что перед нами вот-вот предстанет долгожданное продолжение Borderlands. Детали раскрывать не стали. Известно, что главным героем выступит Искатель Хранилища, коему предстоит проложить себе путь сквозь орды противников на некой новой планете в поисках инопланетных сокровищ. Borderlands 4 стартует в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вторым же из наиболее громких анонсов стала новая мафия с подзаголовком The Old Country. Местом действия следующей части франшизы станет остров Сицилия, историческая родина итальянской мафии, а время — начало 20 века, на который пришелся расцвет семейного, так сказать, бизнеса. Студия намерена вернуться к корням франшизы, дабы создать глубокий линейный сюжет в духе классических фильмов о мафии. Нас обещают забросить в потрясающий новый сеттинг и заготовить для нас плотную историю, которая никого не оставит равнодушным. Больше подробностей расскажут в декабре этого года. Мафия The Old Country запланирована на 2025 на ПК, PS5 и Xbox Series. Если верить тому, что написано на странице игры в Steam, новая мафия обзаведется полной русской локализацией. Еще одной премьерой, пусть уже не столь крупной, стал спин-офф Dying Light с подзаголовком The Beast. Это будет самостоятельное приключение, которое отправит охотников на зомби в сельскую местность. Причем не каким-нибудь там ноунеймом, а в шкуре самого Кайла Крейна, главного героя первой части. Он провел в заперти 13 лет и, вырвавшись на свободу, оказался в совершенно незнакомом ему мире. Первым делом он, конечно же, хочет отомстить, но вскоре понимает, что на кону стоит гораздо больше. Вновь герою придется спасать обездоленных, снова крошить зловещих мертвецов, но теперь уже это можно будет делать в коопе до 4 человек. Dying Light The Beast выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series пока непонятно когда, но приятный бонус: если вы владеете ультимативным изданием Dying Light 2 Stay Human, The Beast обещают вручить бесплатно. Фанаты цивилизации, коим является и ваш покорный слуга, дождались демонстрации 7-й номерной части. До этого нам показывали лишь синематик, а теперь, геймплея толком не показали, скорее дали насладиться новым визуальным стилем. Получилось что-то между мультяшной шестеркой и более реалистичной 5-й частью. И вот тут уже разработчики не поскупились на детали касательно готовящейся новинки. Ключевым отличием Civilization 7 станет то, что ввести к славному будущему мы будем не одну конкретную цивилизацию, а целую цепочку. При смене эпох мы будем выбирать новый народ вместе со всеми его бонусами и чертами, которые пригодятся в дальнейшем. Напоминает другую цивилизациеподобную игру. Не будем показывать пальцем на Humankind. Действия и исследованные технологии одной эпохи повлияют на то, кого можно будет выбрать в следующей. А вот самих эпох будет всего 3. Античность, эпоха открытий и современность. Плакала бедная страдающая средневековье. Также обещают широкий спектр лидеров, коих отныне можно будет сочетать с любой цивилизацией. Кроме того, их можно будет и прокачивать. Города и модельки станут более детализированными, механика битв не изменится. Для сетевой игры потребуется учетная запись 2K. В матчах по эпохам античности и открытий задействованы 5 игроков. В современности же схлестнутся уже 8. Ждем явления 7-й цивки народу 11 февраля 2025 года на всех платформах. Между прочим, с русской озвучкой. Балдежнейшую новость донес создатель и исполнительный продюсер сериала «Любовь, смерть и роботы» Тим Миллер. Выйдя на сцену, он прямо разволновался. Еще бы. Представьте, что авторы Love, Death, Robots сделали бы аналогичное шоу, но по играм. Скажем, Warhammer 40 000, Sifu, God of War, Cyberpunk 2077, Dungeons and Dragons. Представили? Так вот это Тим Миллер и анонсировал. Называется
Называться это дело будет Secret Level. Сериал будет состоять из 15 короткометражек, а релиз состоится уже 10 декабря на площадке Prime Video. Microsoft выкатила свежие кадры Индиана Джонс and the Great Circle, а еще разработчики поделились подробностями в блоге Xbox. Нас ждут классические загадки, запертые комнаты, древние механизмы и таинственные обряды. Где-то придется управлять лучами, где-то проламывать стены молотом и использовать найденные ранее подсказки. Некоторые задачки носят опциональный характер, но за них полагается и особая награда. В игре сочетаются линейные сюжетные и открытые локации с побочными заданиями, секретами и спрятанными записками. Индиана располагает в своих карманах кнутом, револьвером, фотоаппаратом, дневником, зажигалкой, и также ему будут доступны различные подручные средства, разбросанные по уровням. Героя можно будет прокачивать, читая книги и открывая новые умения, а кроме того, мистер Джонс умеет в стелс. В драках противника необходимо будет изматывать, чтобы потом провести эффектное добивание. А касательно огнестрела, патронов давать будут мало, чтобы игрок совсем уж не распоясался. Индиана Джонс and the Great Circle стартует 9 декабря на ПК и Xbox Series, а на пятую плойку прибудет весной 2025. Сотворители Starfield нашли гениальный способ привлечь к своему детищу внимание. Они добавили в игру внедорожник а-ля Мака из Mass Effect. Вопрос только, зачем? По пляжику в бикини покататься — это дело святое. А еще беседка подсветила точную дату выхода DLC Shattered Space. Оно увидит свет 30 сентября. Довольно занятная ситуация на Gamescom сложилась с Little Nightmares. Дело в том, что третью часть серии доверили делать другой студии, а авторы оригинала взялись за собственный новый проект. Парадоксально, но на вид это та же Little Nightmares. Вот только в отличие от кажущейся беззубой Little Nightmares 3, игра под названием Reanimal — это прямо концентрат мрачнухи и ужасов, посреди которых оказались брат и сестра. Вместе они должны пройти через ад, чтобы спасти своих пропавших друзей и разгадать тайны зловещего острова. Будет и сингл, и кооп, и кроссплей. Дату выхода Reanimal не назвали, а платформы все те же — ПК, PS5 и Xbox Series. Через некоторое время показали и свежий трейлер Little Nightmares 3, и на фоне Reanimal он смотрится максимально блекло и скучно. Выскочил на сцену Питер Мулинье и говорит: «А смотрите, что у меня есть. Духовная наследница Dungeon Keeper и Black and White, симулятор бога под названием Masters of Albion. В мир вернулась магия, из-за чего над обществом нависла угроза разрушения. Необходимо раскрыть тайну волшебников, побороть скрывающегося во мраке противника и справиться с чарами, которые могут погубить все и вся. Игрокам предстоит отстраивать и кастомизировать собственный город и направлять свой народ в светлое завтра, при этом защищая его от нападок монстров по ночам, вселяясь в могучего героя и разбивая лица в режиме от третьего лица. Masters of Albion выйдет только в Steam, без перевода на русский, неизвестно когда. Вчера состоялся выход Black Myth Wukong. На Gamescom про нее тоже не забыли, предъявив очередной трейлер с призывом отдать все свои деньги творцам из Поднебесной. Игра тут же ворвалась в чарт Steam и заняла второе место по пиковому онлайну за день, уступив лишь второй Counter-Strike. Digital Foundry выкатила свой анализ технического состояния игры. Кто заинтересован, ссылочка в описании. Ну и давайте быстренько пробежимся по оставшимся интересностям. Анонсировано Sniper Elite Resistance, самостоятельное дополнение с новой сюжетной кампанией. Релиз в следующем году. Также стоит обратить внимание на смесь хоррора и симулятора фермера We Harvest Shadows, в котором днем ты сажаешь грядки, а ночью отстреливаешь из ружья криповых тварей, и психологический ужастик под названием Айла, в котором мы будем бродить по полям и заброшкам с огнестрелом и мечом наперевес. Весьма потешным, запоминающимся и, в общем-то, качественным трейлером, выстебывающим современные игровые ремастеры, заявил о себе God Simulator Remastered. Переиздание получит подтянутый графон и выйдет до конца года. Свежими трейлерами обзавелись кооперативный зомби-шутер No More Room in Hell 2, все еще без даты выхода, супергеройская замена Overwatch 2 Marvel Rivals и следующая часть антологии The Dark Pictures от Supermassive Games, научно-фантастическое кинцо Directive 8020. Показали геймплей Dune Awakening и Batman Arkham Shadow, того самого VR-спин-оффа серии Arkham, подсветили несколько сцен из кампании Call of Duty Black Ops 6,
впервые представили геймплей симулятора ранеток, столкнувшихся с чертовщиной Lost Records Bloom and Rage от создателей Life is Strange. Авторы The Finals объявили, что их новая игра Extraction Shooter Ark Raiders станет платным и выйдет в следующем году. И, наконец, в Dark and Darker можно будет играть сидя на толчке, ибо появится версия Mobile. И это далеко не полный список того, что было представлено на Gamescom Open Night Live 2024. Список со всеми анонсами изучайте по ссылке в описании. И на сегодня все. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от Gamescom. Приятного вам аппетита и хорошего дня!